Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ! Сегодня у нас будет такое видео сравнение. И заодно я хочу сделать ревизию моему гайковерту от Heimerdinger. Значит, который уже проработал порядка 2 лет. Видите, какое состояние. Весь грязный, мурзатый. Вот. И меня попросили сделать сравнение молоточков. То есть сравнение будет заключаться в чем? Мы с вами это все дело разберем и взвесим эти молоточки. Потому что человек писал, что взвесил, я уже не помню какие инструменты, но была разница, по-моему, в 13 или 14 грамм. Поэтому сейчас разбираем 2 инструмента. Это у нас инструмент от Layowa, гайковерт, и инструмент от Heimer. Значит, напоминаю, Layowa у нас указан 600 ньютон, этот же указан 550-650 ньютон. Кому интересно мои тесты, на канале вы всегда можете найти. Не так давно я делал обзор гайковерта от Layowa. И там немножко поучаствовал и Heimerdinger. Поэтому ищите на канале и смотрите. Так, давайте перед всем этим фокусом, давайте мы взвесим 2 гайковерта. Так как я, друзья, не помню, сколько они весят. Так, как вам тут покрутить, чтобы было видно? Надеюсь, так. Ну что, давайте Heimer. Значит, кило 673 грамма. И давайте Layowa. Кило 600, ну то же самое. Тут 73 грамма накапало из-за грязи. Видите, вес буквально одинаковый. 1661. А если его отмыть от грязи, то будет, я думаю, то же самое, друзья. Всего лишь на 10, грубо говоря, грамм. Так, разбираем и смотрим. Значит, здесь я разберу только редуктор, а здесь я разберу полностью корпус, и мы посмотрим, в каком состоянии у нас что находится. Короче, народ, смотрите, разобрал я, соответственно, редукторы. Ну, вот это вот у нас новый. И вот что творится у нас внутри за 2 года. Все в пыли, в грязи. Вот магниты видны тоже в пыли, в грязи. Но в смазку грязь не попала. Видите, этот вот подшипничек все отлично держит. Сзади состояние, в принципе, идеальное. Что чего нельзя сказать по переду. Вот в таком ужасном виде все у нас дело. Кнопочка тоже, видите, какая. Ну и здесь на платье немножко пыльцы. Значит, пойду я все это дело чистить. И смотрите, сколько здесь у нас грязи. Ужасно. Просто, друзья, ужасно. Поэтому как бы вовремя мы все это сделали. Спасибо. Серега, спасибо тебе. Вот, посмотрим, что да как. Кстати, почему у нас это не вскрывается? Вот здесь у нас, видите, вылезло с этой чашкой. Немножко разные виды редукторов. Ужасно все грязное. Одел я перчатки. Ну вот как-то так все это дело у нас отличается. Heimer от, соответственно, Layowa. Здесь Heimer, здесь Layowa. Вот, сейчас я хочу взвесить 2 эти вот, друзья, части. 2 редуктора. Давайте посмотрим различия. Надеюсь, видно будет. Так, давайте. Layowa. 843 грамма. В сторонку. И редуктор от Heimer. 900 грамм. Что-то уже какая-то разница есть. Ну, эту крышечку я специально не взвешиваю, так как у нас снялся там без этой вот крышки. Так, что делаем сейчас? Сейчас я хочу тоже достать оттуда весь этот молоток-механизм. Посмотреть состояние отсюда. Вот здесь, наверное, тоже можно вычистить, хотя смазка довольно-таки не особо грязная, как вы видите.
То есть пыли сюда попадает по минимуму. Так. Вот наша эта штуковина досталась. Вот, кстати, надо без этой штуковины. Видите, там, блин, руки грязные, не хочется брать уже инструмент. Там это у нас установлено в Лайово, а с Хаммера это слетело. Поэтому давайте, наверное, друзья, мы с вами обратно забросим и все сделаем взвешивание заново. Итак, Хаммер 820... Так, где ж ты, куда ты пропала? 824 грамма. А так, в принципе... Так, вот. Повымазываю бумажку. Ну, давайте, ничего страшного. А так, в принципе, видите, все идентично. 1 к 1. И Лайово взвешиваем. 844. Я уже забыл, сколько Хаммер. 824. Опять же у нас 20 грамм куда-то делось. Давайте дальше разбирать. Короче, вынимаем редуктор с молоточком. И взвесим отдельно, допустим, корпус. 219 грамм у нас корпус. Так, здесь тоже мы все дело вынимаем. Молоточек. И взвешиваем корпус. Вот, видите, разница в отливке корпуса. То есть тут у нас 204, а тут у нас 220. То есть вот наши 20 грамм только в корпусе. А так, в принципе, все должно быть идентично. Так, это все в кучу. Блин, неохота ж мазать весы. Ну да ладно, хрен с ним. Кладем Лайово, сам редуктор. Вернее, не редуктор, а молоток. Блин, никак он не ходит. 624 грамма. И кладем... Так, это вместе с молотком. Значит, одеваем молоточек на базу. Не понял. Ой, совсем уже с ума сошел. Молоточек на базу и взвешиваем с молотком. 617. А этот я уже забыл. 622. То есть, друзья, все у нас как бы здесь одинаковое. Так, и просили взвесить меня, по-моему, сами вот эти молоточки. Здесь у нас шайбой. Давайте шайбу сбросим. Лайово 106 грамм. И Хаммер. Так, шайбы тут нет. 104 грамма. Плюс-минус 2 грамма. Давайте еще раз. На то же место кладу. 106. И 104 грамма. Я считаю, что все это дело полностью одинаковое, друзья. Так, и давайте смотреть по размерам. Смотрите, фокус. Что Лайово, что Хаммер. Молотки одинаковые. Целиком, друзья, и полностью. А вот диаметры внутренние разные. То есть, если мы сможем одеть, допустим, Лайово на Хаммер. Так вот, Даша все время пытаюсь его одеть. А нет, сидит плотно. А Хаммер на Лайово тоже сидит плотно. В принципе, диаметры одинаковые. Полностью идентичная, друзья, система. Кто бы что мне не говорил. Вот. Короче, пошел я чистить, смазывать, перемазывать. Короче, народ, все почистил. Значит, было принято мной решение смазку отсюда не вычищать. Я посмотрел, отличная смазка, продуктов износа там 0, хрен десятых. Вот, точно так же, как и не мыл саму ударную часть. Вот, сейчас я хочу что сделать? Показать вам, друзья, размеры данного молоточка. Один человек мне когда-то писал, уже он мерил, и был вопрос, очень серьезный вопрос в том, что вот таких отдельно молоточков на Алиэкспресс вообще на тот момент мы не нашли. Наверное, и теперь нет. Я писал и продавцу Хаммер,
чтобы он начал их продажу, он что-то там сразу сказал хорошо, позже, а потом забил на это все дело, и их так в продаже и не появилось. Итак, общий размер. Смотрим. Так, 52 на маленьком-маленьком плюсе. Так, размер вот этот. У нас идет ровно 45. Внутренний диаметр у нас идет 9 миллиметров. Потом давайте вот эту вот диаметр вот так померяем. Что у нас тут? 23 миллиметра, друзья. Так, диаметры давайте вот эти махнем. 18 миллиметров. Давайте вот этот. Я думаю, здесь все будет одинаково. 18. Так, и здесь 18. То есть вся эта вот, весь этот диаметр одинаковый. Ну, квадрат, соответственно, 1/2 дюйма. Так, толщина. Так, сразу сам посмотрю. У нас получается 8... Каких 18? 8 миллиметров. Вот толщина этой вот ударной части. Да, в принципе, наверное, друзья, и все размеры, да. Ну, это отверстие не важно. Значит, обратите внимание, что у нас еще здесь вот есть отверстие. Вот. Итак, смотрим за 2 года. Кручу данным гайковертом почти что каждый божий день. Вот. Износа у нас как такового практически нету. То есть качество налицо. Вот, немножко, видите, немножко подлизаны эти вот грани от ударов. Но квадрат остается квадратом. Ни круг, ни треугольник, ни восьмигранник. Все отлично. Значит, здесь, где у нас молоточки бьют. Блин, плохо так фокус ловит. Вот тоже чуть-чуть такие наметки. И на этом все. Вот. Еле-еле. То есть отличный инструмент. Так, ну, как мне получилось отмыть. Здесь так, здесь так. Почти как новый. Почти. Корпус. Корпус. Как сегодня куплен. Далее, что у нас? И давайте покажу по, ну, вот этому. Вы, наверное, все помните, в каком состоянии загажено все это было. Сейчас все это стало у нас как новое. Видите? Все чистенько, аккуратненько. Как новое. Так. Вал, ротор двигателя. Тоже все отмыл. Давайте его на место. Хоп, он сам туда вскакивает. И вставляем по местам, друзья. Так, все, здесь у нас на месте. Все это дело. Собираем молоточек и редуктор. Так, светодиодик тоже на базу. Где наш молоточек и редуктор? Так, наверное, надо попробовать, как тут у нас это дело установлено. Попробовать вот эту шнягу на место поставить. Так как оно ставится в подшипник. А он у нас выскочил. Теперь как бы заскочил обратно. Чик. Чик. И чик. Все у нас здесь на базе, друзья. Так. Далее собираем, в принципе, корпус. Все у нас на местах. Все красиво, аккуратно. Так, шлеечка у нас упала. Шлеечку поднимаем. Одеваем. И аккуратненько собираем.
Так, народ. Сейчас мне останется только скрутить корпус и потом установим редуктор. Пока ждем. Так, ребята, собрал я в корпус уже всю эту начинку. Корпус полностью скрутил. Значит, теперь собираем редуктор и устанавливаем на место. Так, шайба там есть. Шайба на месте осталась у нас. Так. Так, я, наверное, все-таки чуть-чуть его оботру. Тут столько смазки нам не нужно с краев. Устанавливаем редуктор. Есть. Устанавливаем, ребята, молоточек. А вот молоточек надо немножечко тут... Я отсюда возьму смазки. Немножечко помазать. Видите, смазка, можно сказать, идеальная. Поэтому я принял решение не трогать. Ставим молоток на место. И одеваем редуктор. Не редуктор, вернее, а корпус редуктора. Вот здесь есть проточка вот эта вот. То есть по-другому ее не поставишь. Хлоп. Сейчас я скручу и посмотрим, работает ли. Так, ребята, все собрал. Собрал заодно редуктор и на Лайова, и, соответственно, Хаммер. Вот, все у нас работает. Работает, крутится, вращается. Надеюсь, будет работать еще долго. Все, ребята, надеюсь, информация была полезна. Всем удачи, здоровья, всем пока, до новых видео. Ты заходи, если что.